Друзья, приветствую вас. Давайте посмотрим, что происходит на российском фондовом рынке, что ожидать нам на открытие. Так, друзья, ну давайте начнем с китайского индекса. Китайский индекс проседает, это создаст определенный негатив на российском открытии. Вот. Но опять же, здесь в этом проседании оно с утра, скорее всего, будет как-то давить. Но в целом, пока мы не пробили вот эту волшебную зону 4450-4490, это все не более чем проторговка, игра в диапазоне. Вот. Но, конечно, это особенно на черных металлургов, скорее всего, вот это будет давить достаточно существенно. Так, друзья, вот вчера достаточно важное событие было. S&P, это SFD на фьючерс, закрепился выше 3300. Вот, с вами в предыдущем выпуске смотрели там график динамики роста новых заболеваний коронавирусом. В Соединенных Штатах ситуация немножко улучшается, идет спад. Я так предполагаю, где-то до сентября это продлится. Ну и на фоне этого, а также на фоне того, что отчетность достаточно хорошая вчера вышла, и мы видим движение на то, чтобы сделать перехай 3400, и после этого уже будет ключевой момент. Скорее всего, я думаю, мы начнем падать. Ну, какое-то время там потопчемся, и после этого начнется движение вниз. Сейчас на текущий момент ситуация противоречивая, потому как американский индекс торгуется выше 3300, а китайцы падают. То есть вот российский рынок, скорее всего, будет достаточно волатилен с утра. Но здесь, как бы, я думаю, по крайней мере, по рублю и евро мы увидим, возможно, сначала укрепление рубля, потом отскок и ослабление. Но при условии того, что не будут пробиты ключевые уровни. Что касается РТС и российских акций, мы сейчас с вами рассмотрим. Так, ну вот индекс РТС на растущих объемах вчера наконец-то этот барьер взял. Первая цель движения здесь 131 200. Есть еще цель выше на 150, но я не знаю, когда пойдет он ее закрывать. И вопрос, будет ли это в этом году или ближайшем. Хотя такой вариант вполне возможен. Шартовый вынос как минимум. Так, ну у нас пробой, рост, причем на объеме. То есть есть все основания сегодня в течение дня отработать вот эту цель. Что касается открытия, ну смотрите, если у нас на открытии будет пробито на объеме 128 700, 128 500, то в этой ситуации, если мы пробиваем вот этот диапазон, у нас отсюда разовьется движение, цель которого провалиться и сходить на 127 300. Вот сюда, вот на этот сильный уровень. Далее, если не будет никакого негатива и не будет пробоя на объеме, то, скорее всего, мы отобьемся и пойдем наверх. Вот. Но я думаю, все-таки более вероятный сценарий, что мы прямо с утра пойдем тестить 129 830, и при пробое этого значения будет отработка вот этой цели 131 200. Такой сценарий мне видится наиболее вероятным, но надо держать в голове, что если будет пробой вот этого диапазона, мы, скорее всего, сразу сходим на 127 300, 127 тысяч, вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, далее евро-доллар, немножко отклоняемся от маршрута, но смотрите, по евро-доллару здесь какая ситуация? У нас двойная вершина. Вот в этой формации полагается скорректироваться, ну хотя бы вот куда-то сюда сходить в район 1,1831. Далее, если не будет удержания выше уровня 18.12, 18.05, то есть если мы дальше идем и пробиваем нижние границы 18.05, то у нас отсюда уже развивается полноценное снижение, цель которого будет 1,17. Вот. Сейчас вот мы нарисовали двойную вершину, критерий начала движения это пробой 1,1858. Если мы пробиваем это значение, то отрабатываем двойную вершину. Если удерживаемся в этом диапазоне, потом возвращаемся назад, попытаться пробить 1,1950. Здесь вот есть промежуточный уровень. Ну и конечная цель движения будет 1,23. Мы ее с вами неоднократно обсуждали. Вот. Соответственно, то есть вот двойная вершина здесь рисуется. Если идет пробой, то будет очень серьезный откат. Вот эта свеча, она несколько напрягает. Она указывает на то, что с учетом объема вполне как бы
может реализоваться сценарий не только двойной вершины, но и более сильного отката. Так, друзья, вот с DXY интересная ситуация, индекс доллара, смотрите, переписали мы вот этот минимум. Далее здесь полагается либо двойное дно, первая цель движения это 93,5 и потом 95, или же пробой на объеме, если сегодня-завтра произойдет, то мы улетаем на 90. Поэтому сегодня-завтра будет дополнительно решаться судьба, которая не решилась в конце прошлой недели. То есть в прошлой неделе была куча разворотных формаций в конце, и должен был он уже здесь развернуться и отскочить. Вот. Однако, как вы видите, этого не произошло. Тренд очень сильный. И вот сейчас мы второй раз вышли его тестировать на прочность. Соответственно, пробиваем сегодня-завтра на объеме 92.47. Очень быстро получается, идем на 90. Если здесь начинается проторговка, это возрастает вероятность того, что мы вернемся на этот уровень и доллар начнет расти. Так, далее золото. Ну, по золоту у нас, в общем-то, ракета. Первая цель 2300, потом 2500. Данный рост будет сломан в том случае, если у нас будет пробой 2020-2000. Вот этот диапазон, если пробиваем, то этот рост, он переходит в проторговку и потом, скорее всего, перейдет в падение. Так, ну и сейчас у нас какие цели по золоту? Цель у нас по золоту сейчас очень простая. Здесь, судя по всему, формируется разворотная формация, по крайней мере локальная. И в том случае, если у нас возникает пробитие в ближайшее время 2060-2059, то мы отсюда будем падать, и цель этого падения составит 2055. Если мы удерживаемся, не пробиваем этот диапазон, а идем наверх и прокалываем 2065 на объеме, то развивается движение на перехай 2071. Вот. Пока здесь ситуация, она указывает, что в большей степени, наверное, будет движение наверх. Но если будет пробит вот этот нижний уровень, то у нас сразу будет резкий задерг, ну как минимум на 2055. Так, друзья, ну вот Сбербанк, дневной таймфрейм, у нас здесь хандра началась, ну, потому что растет газ, идет перекладка в Газпром. Газпром и Сбербанк это всегда такие стратегические соперники, то есть сначала один растет, потом другой растет. Они, ну скажем так, только когда идет бурный рост всего рынка, они растут одновременно. Когда начинается болтанка, они между собой тягают ресурсы. Так, ну смотрите, дневной таймфрейм у нас разворотная формация, и отсюда, с учетом того, что здесь нарисовалось, у нас ближайшая цель должна быть где-то на 219-220, вот сюда вот куда-то сходить. Это будет в том случае, если произойдет пробитие на объеме 224,5, тогда мы улетаем сюда. Сейчас он пока заперт в консолидации, и поэтому пробитие нижнего или верхнего объема уводит его в том направлении, в котором пойдет объем. Вот. Здесь пока как бы рост, конечно, возможен. 235 еще не отработали, но вот на дневках здесь четкая разворотная формация, которая указывает на то, что должен быть корректирующий откат. Так, далее часовой таймфрейм. Ну смотрите, на часовом таймфрейме что у нас здесь получается? У нас вот пошел рост, который потом начал подзахлебываться. Таким образом, у нас на утро, если идет движение на 227 и происходит его пробой, мы отсюда сразу улетаем на 228,6, 229,2. Если все-таки отсюда развивается откат, и мы здесь увидим пробитие 225, то скорее всего мы уже уйдем под уровень 224,5 и будем какое-то время ощутимо под ним торговаться. Так, это то, что касается Сбера. Так, далее Газпром. Смотрите, вот здесь мы подошли к важному уровню. И мы этот уровень, мы его, получается, покололи. Поэтому у нас либо сейчас пойдет движение вверх, и мы начнем над ним торговаться. В этом случае он, скорее всего, сегодня-завтра улетит, и цель движения будет 200. Если сейчас вот сразу не пойдет задерг и проторговка, то здесь, скорее всего, будет корректирующий откат и возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Судя по тому, как сейчас идет игра с газом,
я думаю, достаточно большая вероятность, что мы увидим задерг и движение наверх. Так, ну, в общем-то, часовик по Газпрому подтверждает все то же, что есть на дневках. Так, друзья, далее Северсталь. Ну, смотрите, у нас есть стратегическая цель. Это 946-957. Однако, с учетом негатива по Китаю, скорее всего, будет с утра корректирующий откат и попытка пробития 931 и даже 922. Вот. Но в целом, я думаю, пока еще это движение до конца не завершено. Так, далее ГМК, но здесь цели отработали. Следующая цель это 22 тысячи. Вот это все движение ломается в том случае, если будет пробой вот этого значения 19450. Если пробоя не будет, то мы, соответственно, удерживаем позиции и продолжаем дальнейший рост. Так, по часовику сейчас идет поджатие. Если на открытии пробиваем 20950, то отсюда развивается движение, цель которого 21500, потом 22. Если сейчас на открытии пойдет корректирующий откат и будет пробой 20600, 20650, то скорее всего отсюда мы улетим корректироваться на 20350. Вот сюда, вот в этот диапазон. Все, друзья, спасибо за внимание.